Россияне без гражданства. Сербия не стала выдавать новые паспорта выходцам РФ, Украины и Беларуси, а Кая Каллас призвала Вучича наконец-то определиться, с кем он, с Москвой или Брюсселем. Он должен уйти. В Москве призвали отстранить Зеленского от власти, иначе подписывать меморандум о прекращении огня не с кем. Как на выборы реагируют украинцы, сколько за и сколько против, и кто главный конкурент Зеленского, собрали детали. Приказ Путина на оперативном совещании, о чем заявил и чего хочет достичь в ближайшее время. ВСУ пробивают путь в Москву, атака не прекращается. В России заявляют уже о 6 сотнях сбитых БПЛА. Детали. Срочная эвакуация. Губернатор Белгородской области Гладков запросил миллиарды рублей на отселение людей из нескольких населенных пунктов. Почему? Лукашенко вновь признает проблемы, а западная пресса пишет о недовольстве белорусов. Республика сталкивается с дефицитом картофеля. Лукашенко призывает сеять, чтобы не знать проблем. Кроме того, обсудим ваши комментарии и покажем одни из самых популярных. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Немецкие войска теперь официально у границ России и Беларуси. Германия впервые со времен Второй мировой развернула танковую бригаду в другой стране. Мерц заявил, что ее появление там – это знак и для Берлина. Началась новая эра. Он уточнил, что безопасность Литвы – это безопасность Германии, а защита Вильнюса – это защита Берлина. Это была цитата. Кроме того, по словам немецкого канцлера, любой агрессор с этого дня должен понимать, что если пойдет войной против НАТО, получит жесткий ответ. Предлагаю послушать заявление. Каждый, кто бросает вызов НАТО, должен знать: мы готовы. Каждый, кто угрожает хоть одному союзнику, должен понимать: весь альянс встанет на защиту до последнего дюйма территории НАТО. Мы должны быть готовы сделать все, чтобы защищаться, чтобы нам никогда не пришлось. Напомню, что работа по созданию немецкой бригады в Литве началась чуть более года назад. Бундесвер планирует, что к концу 2027 года 45-я бронетанковая бригада будет полностью укомплектована и, как итог, будет находиться в полной боевой готовности. В Германии неоднократно публиковали отчеты, согласно которым Россия планирует напасть на Европу как раз к концу этого десятилетия. Заявление из Москвы о том, что РФ не собирается нападать на НАТО, европейцы не берут во внимание. В то же время премьер Польши Туск считает, что инциденты с участием российских диверсантов будут становиться чаще, и Балтийское море в будущем может стать местом постоянной конфронтации. А литовская разведка вообще считает, что пора криминализировать подрывную деятельность в стране. По словам руководителя разведки Бридикиса, подрывная деятельность может включать распространение дезинформации, организацию саботажа и помощь враждебному государству в действиях против Литвы. Без гражданства и без прав десятки россиян застряли в юридическом вакууме после отказа от паспорта России. Теперь они люди без гражданства, которые находятся в Сербии, ведь именно Белград решил не выдавать им новое гражданство. Об этом сообщает The Moscow Times. Желание обнулить свое прошлое и начать новую жизнь в Сербии обернулось для бывших россиян жесткой реальностью. Для обычного россиянина путь к сербскому паспорту и раньше был тернист. Сначала 3 года жизни в стране с видом на жительство, потом постоянное место жительства и только после возможность подать заявление на гражданство. Но фишка в том, что по правилам Сербии паспорт дают только при отказе от предыдущего гражданства. По данным издания, причиной сложившейся ситуации может быть негласный запрет сербских властей на предоставление гражданства не только выходцам из России, но еще и Украины и Беларуси. Официально такой запрет не введен. Однако на практике выдача паспортов гражданам этих стран фактически приостановлена, говорит консультант. Пострадавшие уже обратились за разъяснениями в местные органы власти, но, как отмечает источник, ответа по существу не получили, и их правовой статус до сих пор остается неопределенным. Издание уточняет, что Сербия сталкивается с давлением не только России, но и Евросоюза. Еще 3 года назад правительство планировало запустить программу золотых паспортов, которая предусматривала упрощенное получение гражданства для иностранцев, в том числе работающих в стране россиян. Но Еврокомиссия предупредила Белград о возможной приостановке безвизового режима между Сербией и ЕС, а выдача гражданства инвесторам могла стать угрозой внутренней безопасности Евросоюза. Сейчас Сербия также стоит перед стратегическим
стратегическим выбором между Россией и Европой. Так считает заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас. Накануне она лично выразила недовольство президенту Вучичу, который в мае побывал на параде в Москве и встречался с Путиным. Каллас намекает, что пора определяться. На наших переговорах мы также затронули более широкие вопросы европейской безопасности. Сербия стоит перед стратегическим, геостратегическим выбором, где она хочет быть. Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она решит поддерживать. Россия подпишет меморандум о прекращении огня с Украиной, но только не с Зеленским. Москва считает, что украинцы должны выбрать нового президента. Об отстранении Зеленского ради заключения мира заговорили в российском МИДе. Там уточняют, что исполнительная власть и президент Украины не рассматриваются в качестве тех лиц, которые имеют право на подписание международных договоров. Это была цитата. Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. А сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента есть какие-то полномочия по подписанию. Позволит ли это ему делать внутри собственной страны? Большой вопрос. В Украине на это заявление на момент записи выпуска не отреагировали. Отмечу, что буквально несколько дней назад подобное заявление о нелегитимности Зеленского сделал и Медведев. Эти сообщения абсолютно не новы. И в Украине уже ранее говорили, что легитимность Зеленского как президента подтверждена законодательством страны. Выборы, напомню, не проводятся из-за действия военного положения, говорят в Киеве. При этом Киевский международный институт социологии по результатам опросов, который проводился со 2 по 12 мая 2025 года, сообщал, что украинцы в подавляющем большинстве согласны с тем, что проводить национальные выборы даже в случае объявления перемирия и при наличии гарантий безопасности не стоит. Итак, подавляющее большинство украинцев, 71%, не поддерживают проведение выборов после перемирия, даже при наличии гарантий безопасности, и считают, что выборы должны состояться только после заключения окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Считают, что выборы стоит проводить после перемирия или даже уже сейчас – 25%. КМИС при этом отмечает, что по сравнению с мартом 2025 года немного увеличилось число тех, кто поддерживает проведение выборов после перемирия или прямо сейчас с 19 до 25%. Напомню также, что конкурентами Зеленского в Украине ранее рассматривали Залужного, Порошенко, Буданова, Андрея Белецкого, Юлию Тимошенко, Дмитрия Разумкова, Сергея Притулу, Кличко. В списке также есть и Арестович, и даже Юрий Бойко. Зеленский при этом ранее говорил, что его с поста президента не просто будет убрать тем, кто этого сильно хочет, но он готов уйти, если Украину возьмут в НАТО. В своем вечернем обращении он проигнорировал заявление российского МИДа, при этом говорит, что Украина все так же настаивает на прекращении огня и готовится к встрече с россиянами технической. Мы работаем, чтобы встреча состоялась как можно скорее. Наш украинский интерес – не затягивать войну, но при этом быть готовыми к любому развитию событий. Миру уже понятно, что именно Россия виновата в том, что война до сих пор продолжается. Украина готова к максимально быстрым шагам реального прекращения огня и установления новой архитектуры безопасности. Путин при этом озвучил планы Москвы. Накануне он заявил, что военные выполняют его приказ о создании буферной зоны. Такое заявление прозвучало на оперативном совещании правительства. Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет. Речь идет о создании буферной зоны в районах Курской, Брянской и Белгородской областей. Эти области граничат с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины. При этом в России признали непростую ситуацию в Белгородской области и заявили, что нужны большие деньги на срочную эвакуацию населения. Я хотел попросить помощи по решению сверхочередных задач,
которые направлены на стабилизацию текущей ситуации, связанной с оперативной обстановкой. Первый вопрос – это выделение средств в размере 3 миллиардов рублей на отселение 4 населенных пунктов, которые Красноружского района, которые пострадали последние 2,5 месяца в результате жесткой агрессии, когда нам пришлось отселять весь район. 3 населенных пункта, они практически перестали существовать. Так побеждает Россия или нет? Уже 2 суток западная пресса обсуждает якобы слова Трампа, который верит в то, что победа будет за Москвой. Об этом он заявил европейским лидерам после разговора с Путиным. Так ранее писало издание Wall Street Journal. В то же время премьер Польши Туск, который присутствовал при этом разговоре, говорит, что таких слов не было. Я не подтверждаю такое сообщение. Но я подтверждаю, что ситуация сложная, потому что с российской стороны нет даже следа доброй воли, как можно быстрее прекратить огонь и начать честные мирные переговоры. И президент Трамп, и наша, европейская четверка, сформулировали очень четкое условие – прекращение огня без переговоров, чтобы люди перестали погибать. В Кремле также заявили, что то, что знает Москва о позиции Трампа, контрастирует с тем, что было упомянуто в этой статье. В то же время уже Вашингтон-Пост пишет, что Трамп вообще запутался и не знает, как завершить российско-украинскую войну. Хотя он иногда выражал раздражение в адрес России, президент оказывал гораздо большее давление на Украину, чтобы она пошла на уступки, одновременно намекая на возможность снятия санкций с России. Теперь же он, похоже, умыл руки, оставив сторонам самим разбираться с конфликтом. А война продолжается, тишины нет ни в небе, ни на земле, и Украина и Россия заявляют о взаимных атаках. В воздушных силах ВСУ говорят, что за сутки Россия запускает более 100 ударных БПЛА. В то же время в последние 2 суток и Россия столкнулась с беспрецедентным ответом Киева. За 48 часов в РФ заявили, что ПВО уничтожило 569 беспилотников Украины. Значительная часть долетает до Московской области. Россия и Украина застопорились в вопросе обмена пленными по формуле 1000 на 1000. Именно это фактически единственный и главный результат возобновившихся переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле. В России заявляют, что сам обмен может быть разбит на несколько дней, поскольку за день это сделать технически сложно. Это вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о 1000 на 1000, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально, возможно, быстром режиме. В Киеве же намекают, что все не так оперативно, как утверждает Россия, и по вине самой России. Но что конкретно не так, до конца не ясно. Зеленский заявил, что РФ передала Украине список из 1000 пленных, которых готова передать в рамках обмена. Привлечены ГУР, СБУ, Служба внешней разведки, МВД, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и команда офиса. Выясняем детали по каждому человеку, указанному в списках с российской стороны. А вот помощник Зеленского Ермак уверяет, что Украина полностью выполнила все условия, которые касаются этого обмена. Нужна реакция Москвы. Что касается обмена 1000 на 1000, Украина сделала свою часть подготовительной работы. Россия должна была бы ускориться с этим. Накануне представители украинской разведки заявили, что Киев подготовил свой список и передал российской стороне. Когда же произойдет сам обмен, до конца так и не ясно. Обычно эти обмены проходят на украинско-белорусской границе. Лукашенко как минимум 2-й раз за месяц признает проблемы. Белорусы остались не только без картошки, но и без части посевов. Всему виной в том числе и заморозки, которые сделали свое грязное дело. Это была цитата из Минска. А после последовал и совет из белорусской столицы. Картофель стоит высаживать всем, кто до сегодняшнего дня этого не делал. Тогда проблем не будет. У нас хватает семян кукурузы. Мы больше посеяли картофеля. И даже те, кто не высевал, не возделывал картофель, советую этим заниматься. Еще время есть, семена есть. Это надо довести, Дмитрий Николаевич, до всех. Спрос на картофель будет колоссальный, потому что на главном нашем рынке в России гибель большая по картофелю. У них также были серьезные заморозки, еще сильнее, чем у нас.
В целом же Беларусь сталкивается с дефицитом картофеля, а Лукашенко с большим недовольством граждан республики. Ситуация настолько накалена, что попала даже в поле зрения западной прессы. Издание «Эль Мундо» пишет, что с января по март цена на картофель подскочила на 10%, достигнув 5 белорусских рублей за килограмм. Это практически 1,5 евро. То, что есть на прилавках, ужасного качества и нетоварного вида. Но Лукашенко заявил, что страна столкнулась с дефицитом из-за масштабного экспорта картофеля в Россию. Мол, белорусы хотят низких цен, а фермеры хорошо заработать, что никак не вписывается в реалии Беларуси. В целях обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации внутреннего рынка в марте правительство Беларуси ввело специальное разрешение на экспорт картофеля сроком на 3 месяца. Теперь картофель можно будет вывозить только по разовой лицензии, выданной государством. Это стало плохой новостью для россиян. По данным Федеральной службы статистики РФ, с начала года цены на картофель в России выросли почти на 50%, пишет издание. Лукашенко, напомню, просил белорусов потерпеть месяцок, а теперь и вовсе посоветовал начать сеять картофель. Что думаете о таком дефиците второго хлеба для белорусов? Оставьте свои комментарии по этому поводу. Друзья, ну и уже традиционно читаем вместе ваши комментарии. Накануне я спрашивал у вас, что думаете о поведении Трампа, который собирался покончить с войной за 24 часа, потом за 100 дней, а теперь намекает на то, что готов умыть руки. Также был вопрос, как долго еще может длиться эта война. Итак, один из популярных комментариев был: «Конца и края нет этому ужасу. Господи, помоги нам грешным». Кроме того, многие согласились с тем, что, имея таких посредников, как Трамп, и врагов не надо. Кто-то писал о том, что глобалисты ведут мир к гибели. Помимо этого, вы считаете, что мир просто обезумел от этой гонки вооружения. И страшно, что такими странами правят безумные люди, писали вы. Друзья, каковы впечатления у вас от последних новостей, от новостей и событий последних суток? Что думаете о выборах в Украине и в целом о ситуации в наших странах? Делитесь, как всегда, своими взглядами в комментариях под видео. Спасибо вам за эту обратную связь, и я рад, что вы находите своих единомышленников. Друзья, еще раз спасибо вам за комментарии, за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.